Привет! Сегодня я вам покажу, как из мусора сделать вот такой кофр. Это кофр покупной. Я буду шить аналог. Он на дне с молнией. В разобранном виде он складывается в плоский лист. Что я буду использовать? Вам нужен любой картон. К сожалению, у меня не хватило вот такого потолще картона. У меня были 2 коробки от чая. Я их склеила между собой. 2 коробок хватило. Что нам еще нужно? Потребуется материал. У меня был плед, вот от него остался только остов. Вот здесь, на боковых частях, по всему периметру, он был сшит из вот этого материала. Это нетканый материал. Можно вообще использовать любой материал, который у вас есть. Секция у меня будет квадратная, и сторона 8,5 сантиметров. Нам нужно 2 детали такие. Здесь у меня 2 отсека по 8,5 и примерно где-то 0,7 на швы. И также 2 детали, где мы умножаем 8,5 на 3. Я уже предварительно сделала окантовку. Ткань здесь у меня в 2 слоя. Высоту вы можете брать любую, какая вам нужна, как и ширину и все остальное. Все это рассчитывается. Если вам будет что-то непонятно, пишите в комментариях, что нам еще потребуется. Я взяла вот другую ткань. Как я вот подрасчитала размер, собственно, взяла вот эту картонку и сложила ткань в 2 слоя. Примерно там оставила где-то по 7 миллиметров сверху и снизу на швы. Потому что, когда будем шить, нам нужно, чтобы машинка не захватывала картон. Собственно, где-то вот здесь 7, и здесь сверху также 7. Длина – это сумма всех деталей по периметру. Еще плюс где-то около сантиметра нужно между деталями оставить, чтобы картон свободно ходил. Еще потребуется кусок материала на дно. Я пока размера не знаю, буду уже вырезать, когда боковые части полностью сошью. И также нам потребуется молния. Также ее размер будет в конце. Приступаем к сшиванию вот этих вот деталей. Начинаю пришивать окантовку. Пришила окантовку, получилось криво, но на самом деле у меня не стоит задача сделать идеально, потому что это чисто пробный проект. Хочу просто показать вам, как это дело сшить. Следующим этапом нам нужно разделить наши детальки. Вот эту часть мы просто делим пополам, а тройную нам надо будет посередине наметить 2 линии, чтобы у нас 3 ровных сегмента получилось. И не забывая оставлять припуски. Как мы будем сшивать, чтобы нам было проще? 2 короткие детали складываем пополам, находим центр, делаем насечки, и вот на одной из них я уже сразу прочертила линию. Теперь кладем вот эту двойную деталь, я ее называю двойной, потому что здесь 2 секции, а здесь тройная. Кладем на тройную, уравниваем левый край. И по вот этой отметке у меня уже здесь прочерчена линия, здесь будет проходить шов, скалываю. Аналогично поступаем с 2 оставшимися деталями, только кладем короткую часть вниз, накрываем тройной и уравниваем уже правые срезы. По вот этим меточкам на верхней детали делаем линию, также здесь будет строчка. И теперь соединяем правую и левую детали вот таким образом. Где-то вот здесь вот примерно у нас будет строчка. Теперь нам надо прострочить вот эти 3 намеченные линии. У нас получается вот такая деталь. В общем, рассказываю, не снимала процесс. Я расскажу сейчас так. Вот этой черной ткань, которую я отрезала, я, в общем, отрезала неправильно. Не знаю, как я так ошиблась. Может быть, я просто одну секцию не досчиталась. Я решила выйти из положения таким образом. Так как у меня был материал двойной, я его разрезала пополам и просто соединила. Мне этого хватило, еще даже кусочек остался. Потом я вырезала из другой ткани розовой второй слой. Он у меня оказался немножко больше, но это я потом подверну. Думаю, может быть, будет поплотнее верхний край. Уже здесь соединила. Потом я на секции разделила по картонным заготовкам. Прикладывала картонку, оставляла несколько миллиметров, чертила. Здесь за счет вот этого шва немножко лишнее, видимо, забралось. Но картонка проходит. Теперь, как я буду намечать место крепления сердцевины, скажем так.
Тоже сидела, ломала голову, как мне все четко вымерить. Тут некоторые миллиметры гуляют. В общем, и так думала, и сяк. Пришла к такому выводу, что мне нужно будет сначала пришить только вот, то есть там, где двойная часть, мы делим пополам. И здесь будет у меня шов. Пришиваем, ну, для начала булавками. Сколем вот эту часть. И на противоположной стороне второй элемент вот этой части также прикалываем булавочками. То есть у нас получится вот эта основная ось центральная, она будет с обоих сторон закреплена. Прокалываем мы только внутренний слой. Приколола я с обоих сторон. Здесь и здесь такая деловая Машка. Что вы думаете? Косяк! А знаете какой? Я не учла то, что у меня 4-секционный органайзер. То есть одна часть должна быть, здесь вторая, третья и еще 2 квадратика должны быть, 4-я линия. А я рассчитала вот эти боковые грани на тройную. Что мне нужно сейчас? Просто возьму, отрежу вот эту секцию одну. Вот убрала одну секцию, вот здесь все подходит. После того, как скололи, надо обязательно вставить картонки и посмотреть, все ли в порядке. Вот я вот так вот оттягиваю картон по бокам, все у меня ровно. Потом боковые детали вот эти я решила как сделать, что я не буду ничего вымерять, ну и нафиг это так муторно на самом деле. Просто вот так отгинаю и буду искать примерный центр и смотреть. Там и пришью. Это все равно пробная корзина. Что ее вылизывать? Теперь соединяю на машинке. И также на второй стороне. Прострочила с 2 сторон центральную перемычку. Сейчас мне нужно вставить картон по всему периметру. Теперь мне нужно наметить приблизительно, где у меня будут находиться вот эти перемычки. Наверное, даже будет удобней. Сейчас я вот эту часть измерю и разделю на 3. Для этого снова убираю картон. Все примерили, все нормально. Теперь будем размечать. Вот я соединила булавками, все нормально. Сейчас все вот эти заколотые перемычки прострачиваю. Потом займусь верхушкой. Я сделала ручку, просто кусочек материала, сложила в несколько слоев и сделала кант вот из этой серой ткани. Пришила и потом уже начала пришивать окантовку, не забыв предварительно ставить картон. Теперь прострачиваю на машинке. Пришила окантовку, получилось практически идеально. Неудобно пришивать, сразу говорю. В одном месте только вот здесь вот не прихватилось. Придется заново приложить строчку. И останется у нас финальный штрих. Это нижняя окантовка. Материала у меня осталось очень мало. Вот сейчас вот собираю из кусочков кант. И потом останется пришить его. А, нет, совсем забыла. Мне же еще донышко нужно сделать. Для дна измерю стороны, вырежу квадрат. Покажу дальше. Здесь получилось по короткой стороне 19, здесь 27. Я прибавила по сантиметру и вырезала квадрат 20 на 28. Потом я разрезала его по диагонали и подогнула, приколола молнию. Прострачиваю, бегунок был зеленый, а мне, в принципе, не суть, какой цвет. Пришила молнию, очень красиво получилось. Далее берем нашу основу, совмещаем донышко с основанием, начинаю закалывать по периметру, лучше даже наметать. Как делаю уголок? Уравниваем материал по обоим сторонам, вот с этой стороны и с той, чтобы не было сбора. Лишнюю ткань в углу, которая остается, можно будет ее заложить складкой. Вот так вот. Я, в общем, решила без наметки. Бейка идет у нас просто ровно. Вот так. Надеюсь, понятно? Вот как вот на этом уголочке. Пришила бейку, то есть приколола. И сейчас буду прошивать. Самое трудное задание, потому что в собранном виде она очень тяжело поддается прошивке. Верхний кант мне с трудом дался. Вот этот. Пробовала я поставить как-то камеру удобно, чтобы можно было снимать и строчить, но не получается. Вот этот кофр загораживает камеру. В общем, прошью и покажу. Прошила донышко, очень сложно пришивать. Вся изнервничалась, хотела уже бросить.
получилось очень криво-косо. Такую ошибку я допустила. Нужно было все-таки обязательно наметывать, обязательно. Никакие зажимы, никакие булавки. Ну, может быть, булавки и будут держать, но здесь за счет того, что толстый слой, когда скалываешь, она сборить. Вот так начинает. Только наметка спасет. Очень плохо шить на машинке, потому что картон не дает сгинаться, либо его заламывать приходится, чтобы ее прошить. Углы вообще ужасно получились. Короче говоря, это пробная версия, а так вообще нужно обязательно скалывать, ой, сметывать. Вот такая вот получается конструкция, складывающаяся компактно. Если не требуется, то можно убрать, сложить, убрать. И в таком закрытом виде, то есть в разобранном виде, скажем так. Вот эта сторона немножко большая получилась, надо бы по-хорошему перешивать, если бы это был нормальный, нормальный экземпляр. Но так как это проба, я ничего не буду менять, я и так уже намучилась с этой фигней. Такая функциональная вещичка. И, по сути говоря, из отходов. Картон любой, вы видели, какой у меня там от чая даже использовала. Материал вот этот бесплатный, серый. Ну, черный, это у меня был. И розовый тоже. Собственно, вообще как-то здесь небольшие обрезки. Различные лоскуты можно использовать. В общем, вот такая на сегодня у меня задумка, которая воплотилась в жизнь. Шейте с удовольствием, пробуйте, повторяйте. Всем спасибо за просмотр. Если какие-то есть вопросы, пишите в комментариях, я отвечу. Всего доброго, до свидания.